Ребят, всем привет! Прогуляемся немного по парку Коломенское. У меня есть 3 билета, поэтому я зайду в 3 здания. Покажу вам водовзводную башню, домик Петра Первого и Соколиный двор. И первый у нас на пути это домик Петра Первого. Сейчас покажу снаружи сначала все вам и зайдем вовнутрь, посмотрим, как все это там выглядит. Это воссозданный домик. Внутри находится кабинет Петра Первого. Это домик Петра уже. Это его кабинет. Вход очень низкий, надо нагибаться. Дом вообще воссозданный. Но вот эти проемы, высота их, это оригинальная. Стол, по-моему, 17 века. Ну, деревянные лавки тоже оригинальные. Вот в таком кабинете Петр Первый работал. Печь. Это, по-видимому, какой-то сейф, сундук, что ли. Температура, видите, поддерживается там 20 градусов. Монетки. Это следующий кабинет. Чуланец. Туда, видите, пройти нельзя, везде стекла стоят, чтобы не растащили, не сломали. Так, пойдемте в столовую. Ох ты! Здесь попрохладнее уже. Там прям тепло, тут прохладно. Так, столовая палата. И там столовые приборы. Хотя приборов нет, да? А, нет, есть на столе, вон, по-моему, что-то лежит. Вот такая столовая. И здесь 15 градусов. Везде надо нагибаться. Очень низко. Так. Денщицкая. Здесь слуги находились. Все, пойдемте дальше. И почевальня, где отдыхал Петр. Обратите внимание, какой, да? Чуть-чуть продвинься сюда. Он красный угол. Сам вроде не низкий, а все низкое, да? Да. Странно тоже. Ну, чтобы тепло не уходило, возможно, с этим Наверное. связано. Смотрите, печка. А вот этому дубу 600 лет. Помните, видео снимал про платан, которому 150 лет? Так вот этому 600. Вон тот вдалеке домик Петра Первого, который я вам показал. Это остатки стен. А здесь вот такая вот половецкая баба. Изваяние сидящей мужской фигуры в шлеме с чашей священного напитка в руках. Такие скульптуры ставились на могильных курганах. Написано половецкая баба, но это мужская фигура. Вот так. Так, ну мы теперь идем дальше с вами. Слева это ворота. Половецкие ворота. Впереди башня, это водовзводная. И церковь Вознесения.
И покажу вам сейчас, как выглядит внутри эта башня. Сама же эта водовзводная башня была построена в 17 веке. И при помощи ее снабжали государев двор водой. А ее еще называют Соколиной башней. Предполагают, что на верхнем ярусе, ну, под крышей, когда-то содержались ловчие птицы для соколиной охоты. Чем-то и на церковь похоже, и на ворота в крепость. Ох, как тут скользко. Вот такая белая башня. В церкви идет реконструкция. Вот здесь еще колокольня, по-моему. Башня, да, колокольня. Белый цвет, конечно, красиво смотрится. Представьте белый Кремль, да? Какой он раньше был. Естественно, цвет его белый, потом покрасили в красный. Белый смотрится шикарно. Лучше, чем красный. Ну все, давайте пойдемте вовнутрь. Обошел башню с другой стороны, потому что вход с этой. А вон человек уже вышел. Возможно, можно уже зайти. А вот табличка имеется. Водовзводная башня. Здравствуйте, а уже вход работает? Нет. С 10, понятно. Я подошел раньше, в 10 часов открывается. У меня билет на 10 утра. И давайте пока покажу вам вот эту колокольню. Эта колокольня построена в первой половине 16 века. Пойдемте почитаем. Так, колокольня построена неизвестным итальянским зодчим на месте древнейшего деревянного храма села Коломенского. Служила звонницей церкви Вознесения Господня. Возможно, сюда тоже можно попасть. Но у меня 3 билета. И все на 10 утра. Надеюсь, я все это успею обойти. Пойдемте к водовзводной башне. Ждем 10 утра. И заходим. Реально они смотрятся как ворота. Ворота в город. В крепость куда-то. А вообще вокруг здесь, видите, большой такой ансамбль разных зданий. Булыжная. Посмотрите, какой вход низенький. Все, пойдемте. Это уже второй этаж получается. А здесь, наверное, какие-то сооружения были, да? Или... Нет? Так и были же, как окна. Если честно, я без понятия. Не знаете? Какое оконце маленькое. Ой, а что ты сделал, что я не могу зайти? Так, вот еще один проход. И еще можно подняться. И внизу этой башни, на первом этаже, как раз таки там есть, ну, в полу стеклянное окошко.
Там, правда, темно, ничего не видно. Ну вот, и говорят, что прям из нее и добывали воду. Здесь был родник, вода. Все здесь добывалось. И это последний, да, самый верхний этаж. Особо здесь такого, честно говоря, ничего нет. Просто башня и башня. Вверху деревянная крыша. Ну, наверное, можно посмотреть просто сверху, как выглядит двор. Колокольня. Вот такая башня. Вот принцип ее работы, да? Хотя написано река, из реки Москвы брали. Но я сейчас разговаривал с человеком, говорит, что прямо здесь были источники. Как бы озерцо здесь небольшое было. И прямо с него добывали воду. Ну, возможно, и да, с реки тоже брали воду. Каким-то способом ее очищали. Вот башня в разрезе. Все, посмотрели, показал я вам, как все это выглядит внутри. И пойдемте дальше. Это, ребят, передние ворота. Наверху тоже вроде что-то колокольни. Пойдемте, так, здесь пройдем через арочку. Вот ансамбль передних ворот. Стены, видите, там тоже. Да, колокольня, вон колокол висит. Так, здесь жил и работал в 1923 по 1933 музея, основатель музея Коломенская, понятно. Вот такие ворота деревянные, видите, как резные. Я уже прочитал, это любимая лавочка Ахматовой. И здесь она любила сидеть. Все, теперь точно идем к Соколиному двору. По правой стороне это река Москва. Птицы поют, красота, солнце светит. Кстати, уже прям на улице тепло. С утра еще морозно, но сейчас уже 11 час время, может даже 11 уже. На улице прям тепло. О, белка дорогу перебегает. Белок, кстати, здесь тоже много. Пока здесь шел, очень много. Еще разговаривал с экскурсоводами. Вот она бежит, серенькая. Ага, на дерево забралась. Разговаривал с экскурсоводами. Здесь же много очень яблоневых садов. И все это дело можно собирать. То есть, когда яблоки зацветут, можно будет собирать урожай. Ребят, это дворцовый павильон 1825 года. Этот дворец входит в ансамбль летнего дворца Александра I. Мы с вами, ребят, что-то вроде на пристани, наверное. Сейчас поднимусь повыше. Это река Москва.
рыбки плавают. И мне надо вот туда дойти. Там Соколиный двор. Там же, по-моему, еще есть мельница речная. А пришли мы с вами вот оттуда. После Соколиного двора. Пройдем вон к той башне, там церковь. Друзья, почти дошел до Соколиного двора. Вот он там уже, через речку. А это водяная мельница. Здесь же протекает река Жужа. Ну, ее не видно, она под снегом. Все, пойдемте сейчас перейдем мостик. И ждет нас Соколиный двор. Что касается парка. Парк большой, удобно для прогулок. Очень много туалетов. Самое главное, они все бесплатные. Есть точки общепита. Музей, природа, река. Все, что нужно для хорошего положительного отдыха и заряда энергии. Давайте немного про Соколиный двор расскажу. В общем, этот комплекс, он предназначен для содержания ловчих птиц. А вернее, даже это реконструкция Соколиного двора, который был создан по типу крестьянских усадеб. Вход у нас вот с этой стороны. У меня тоже есть билет на 10 часов, времени уже 11, поэтому надо успевать. Так, да, вход вот здесь. Сам Соколиный двор состоит из дома вот этого центрального и внутри двор. Это ястреб. Следующий это сокол. Там билетик взяли, фото с птицей. Такой красавчик. Вы, а как к вам обратиться? Катя. Катя, очень приятно. Катя. Это тоже сокол. Сокол балабан. Красивая, да? Птичка. Давай волосики чуть-чуть уберем. Честно говоря, жалко так вот они сидят, могли бы на воле летать. Куда-то ходить нельзя. Это только для тех, кто здесь работает. Видите, взлететь все хочет. А в вольере филин. Стой, пожалуйста. Смотри на папу. Дочка, смотри на папу. Самые смешные. Пряник. А вообще Соколиные дворы специально строили возле воды, потому что много птиц. И как бы вот эти птицы охотились, приучали к охоте на птиц, которые прилетали к водопою. Пойдемте теперь вовнутрь, посмотрим, что там. Короля Нидерландов и Кастилии Филиппа Красивого, изображенного с ястребом-перепелятником на левой руке, поясной портрет герцога Христиана Людвига Брауншвейгского, держащего белого кречета на левой руке, а также работы Рембрандта, Тициана и других известных художников. Расцвет соколиной охоты в Европе был прерван в XVIII веке. Главный удар нанесло появление охотничьих Шапочки для птиц, завершающим же штрихом стала Великая перчатки, революция. Соколиная охота была объявлена аристократической и забавой соколиный и костюм. поставлена вне закона. Несомненно, охота с ловчими птицами была в широком обиходе у степных кочевников. Одним из наиболее удивительных феноменов средневековой Азии является Чингисхан. Он был не только великим государственным деятелем и полководцем, но и крупным Сюда можно прийти вот специалистом послушать и знатоком и ценителем, рассказ. поставившим дело на государственный уровень. Сам Чингисхан охотился с белыми кречетами, которых получил в виде подарков или дани.
Техника самой охоты монголов, по-видимому, ничем не отличалась от той, что была в Европе. Традиция соколиной охоты Чингисхана продолжила его внук Хубилай, пятый и последний монгольский великий хан. Устройство соколиной охоты при его дворе нам известно благодаря описанию, оставленному итальянским путешественником Марко Поло, который долгое время служил у Хубилая. Ребят, в парке можно еще уток покормить. Порция стоит 150 рублей. Вверху берете пакетик, подставляете, и вам насыпается корм. Так что с собой можно не брать хлеб. Тем более, что птицам хлеб нельзя есть. Покупайте корм. Ребят, я уже нахожусь на экологической тропе Коломенского парка. Здесь родники. Это вот один из родников. Видно, что медленно очень вода течет. А всего их тут, по-моему, 5. Мостик, речка. Мы с вами сейчас пойдем по этой тропе до конца. И с правой стороны нужно будет подняться к Предтеченскому храму. Там же Дьяковское кладбище находится. А дальше отправимся к дворцу царя Алексея Михайловича. Вода из родников непригодна для питья. Здесь, конечно, природа шикарная. Группа родников Кадочка. Река такая извилистая, видите, вот она бежит. Там вдалеке мостик, и мне нужно будет подняться наверх. Давайте я остановлюсь и просто насладитесь. Так, дошел до лестницы. Сюда я спускался отсюда, с той стороны. Теперь мне нужно перейти через мостик на ту сторону и подняться. Так, ребят, кто лайк не поставил, самое время. Кто не подписан, подписываемся. Хочу еще напомнить, что каждый из вас может стать спонсором канала. Все ссылки есть в описании. На экологической тропе у нас растет герань лесная, гвоздика, душица, зверобой, буквица, коровяк. Ох, сейчас подниматься. Вот она, эта речушка. Давайте магию кино. Здесь и оказываюсь там. Вот, ребят, я был там, а уже здесь. Я уже возле храма. Он построен, по-моему, в 14 веке. Слева и справа кладбище. Вот захоронение 1883-1932. Здесь вот старые такие саркофаги каменные под снегом. Колокола нравится, как смотрится. Вот так храм выглядит внутри. Давайте посмотрим, что там. Ну, что-то вроде детского уголка. Игрушки. Ну, старина чувствуется. Там святая вода. И давайте еще там посмотрим, что. Особую атмосферу создает музыка, которая играет.
Тоже расписная арка такая. Вышел из храма. Нравятся мне такие здания старинные. Сама территория здесь, видите, небольшая. И вот он выход. И мы с вами сейчас пойдем вот там вдоль яблоневого сада к дворцу. Вот кто-то похоронен. 1835 год. А, младенец. И буквально тут в 3-5 метрах находится вот такая смотровая площадка. Летом, конечно, вид здесь живописный открывается с нее. Но раз мы зимой, вернее ранней весной, давайте посмотрим на этот вид. Все, отправляемся к дворцу. Сейчас еще покажу вам сады яблоневые. Друзья, это все яблоневые сады. То есть можно было пойти там по дороге, но лучше, конечно, здесь. Весной, летом вообще красота. Местные москвичи знают, что здесь яблоки можно собирать. Ну, кто не знает, будете в Коломенском, соберите, попробуйте пару яблочек. Тем более, что здесь старые сорта, которые были посажены еще там в 18-19 веке. Ну и, соответственно, это место весной для фотосессий. Особенно, когда начинает уже опадать вот эти цветочки белые, яблоневые. Очень красиво смотрится. Ну а я хочу напомнить, что я уже снимал недавно видео про Коробковский сад. Там тоже яблони. Посмотрите видео. Конечно, оно не про сады, а про преступления 20-21 века. В общем, кто не видел, посмотрите. Друзья, это дворец царя Алексея Михайловича. Вообще, это деревянный дворец, построен в 2007 году. Это реплика. Оригинальный же дворец был снесен при Екатерине II и уже воссоздан по оригинальным чертежам, которые предварительно были сохранены. Ох ты, здесь какая красотень. Дерево смотрится оригинально. Но если честно, то мне нравятся больше каменные дворцы. И все это из дерева. А справа это хоромы царицы. Давайте сначала туда пройдусь, посмотрим, что там в арке. И посмотрим на хоромы царицы. По факту такой большой деревянный дом. Давайте в окошко заглянем.
проходим сквозь дворец. Сушки, чаек можно попить, наверное. Травка сухая. Чем пахнет? Ух ты. Запах такой прям хороший. А, так тут не один павильон, тут еще можно, видите, внутри даже походить. Ну, в принципе, неплохой здесь музей. Советую покупать билет на полную экскурсию по всему дворцу. На кассе прям так, как говорите, мне нужен билет на полную экскурсию, потому что могут дать билет там на часть экспозиций, а надо посмотреть все. И лучше приезжать в будний день, тогда вы будете гулять один и больше насладитесь всей красотой. Мне понравился этот деревянный дворец. А как вам? Напишите в комментариях. Не ожидал здесь такого увидеть. Сколько был в Коломенском, сюда, именно до этого дворца, ни разу не доходил. Ну а здесь, конечно, интересно. Все, ребят, на этом буду заканчивать. С вас, как всегда, лайки, подписка на канал, кто еще не подписан. Спасибо, что смотрите, комментируете. Все, всем пока.